Всем привет! Так, сегодня у нас тоже 4D20, тоже H5. Но достаточно интересный автомобиль. Просто он уже покатался, я так понимаю, по сервисам прилично. У него там уже и гильзовали блок, и что только не делали с машиной. То есть, но человек прям очень, ему нравилась эта машина, он готов был в нее вкладывать денег. И денег он в нее вложил действительно очень много в ремонт. Единственное, что просто все те, кто ему ее ремонтировали, ну, скажем так, сделали это все вот посредственно. Вот. Но по итогу у него, он приезжал к нам, мы переуплотняли ему постель распредвала. Но там уже столько всего наворотили, там просто ее изуродовали уже, и саму постель, и головку саму изуродовали. Было принято решение о замене головки в принципе. Потому что хозяин говорит, я, говорит, не могу так ездить, у меня, говорит, то солярка течет там, то масло из нее выбивает. То есть у него вот этот вот развал между цилиндров, постоянно то в масле, то в солярке, то в антифризе. Кстати, он тоже на этом акцент сделал, что когда в масле оно там появляется, на масле сверху такой зеленоватый налет. Это вот как раз от антифриза. Головку мы ту, конечно, не проверяли на цельность, но, скорее всего, я думаю, что если ее отвести на опрессовку, скорее всего, где-нибудь в колодце форсунок, там мы обнаружим трещину. Вот. Я говорю, а когда он к нам приезжал тоже, вроде, мы сделали все как вот по технологии. У него там было просто намазано столько антифриза, столько герметика, что, я не знаю, ну, это ужасно, честно говоря. Там уже все резьбы посорваны и все остальное. Вот это все нам приходилось там устранять на ходу. И все равно в итоге человек приехал домой, он говорит, у меня, говорит, полный развал масла опять. Вот. Масло, солярки. Ну, солярка у него, скорее всего, была из-за плохих уже трубок обратки с форсунок. Оттуда просто стекало, потому что более там, в общем-то, солярки, сами понимаете, взяться неоткуда. Тем более, что форсунки у него после ремонта. Все эти форсунки мы, опять же, на стенде проверяли у себя. То есть из форсунок ничего нигде не текло. Ни из-под гаек, ничего. Ну, а дальнейшую историю этого автомобиля, смотрите, вот будем показывать. Так, ну что ж, вот, собственно, наш подопытный на сегодня. Ситуация здесь с машиной непростая. У человека 9000 километров назад провернуло вкладыши, ну, со всеми вытекающими. В общем, ему где-то в Москве ребята, которые занимались раньше ремонтом автобусов, собрали машину, все. Но недолго он радовался, ездил. Катался, то у него там ошибки по электрике вылетали, то турбина не дула, то еще что-то. Потом у него солярка вот здесь у нас в развале. Потом у него просто начало течь масло. Вот, как вы можете видеть, да, масло здесь еще, ну, как бы еще уже подстекло все. Он приезжал ко мне, мы ему переуплотняли постель, потому что масло не текло, но текло не в таких количествах. Как вы можете видеть, да, у него форсунки уже стоят на шпильках, то есть крепление форсунок. Те, кто ему это делали, ничего умнее не могли придумать, как взяли и насквозь просверлили саму головку в месте креплений. Я так понимаю, то ли шпильки плохо притягиваются, то есть у него, как сказал хозяин, при запуске из-под третьей форсунки прям бурлит. И бурлит масло. Вот. Тут еще, что у нас было? Постель у нее перетянута была. Но это я дальше покажу, там будет более наглядно. Постель у него была перетянута. Потом клапанная крышка, половина болтов сорвана. В общем, тут такое еще развлечение. Сейчас мы будем здесь просто менять головку, потому что хозяин сказал, что, говорит, когда у него стояло вот здесь масло, я сейчас фотографию прикреплю, он когда ехал до дома, показал мне. Вот. У него стояло масло, и масло было с зеленоватым оттенком, а у него как раз антифриз, как мы можем видеть, зеленоватого оттенка. То есть, скорее всего, просто в башке уже трещина. И трещина, это, скорее всего, связано с тем, что у него просто банально перетянуты были форсунки.
Потому что затянуты они были очень сильно. Вот. Сейчас, я говорю, мы будем все это разбирать. И, в общем-то, дальше тоже покажу. Так, немножко из интересностей. Да? Салон сделан от new версии. Да, по пробегу здесь 169. Заводить я ее сейчас не буду, просто непонятно, куда утекло это масло. То ли в цилиндры, то ли куда. В общем, сейчас будем разбирать. Так, ну что ж, головка у нас демонтирована. Как-то вот странно для мотора, который откапиталили 9000 назад, иметь вот такие вот притертости. То есть перекладка поршня все равно присутствует. Сейчас я проверну коленвал и покажу более детально. Вот мы имеем, что имеем. Так, сейчас повыше. Проскочил. Это явно не перекладка мотора, который 9000 назад откапитален был. Не знаю даже. Сейчас просто у меня нет возможности взять двумя руками за поршень. Он так постукивает-то прилично. Попробую на первом показать. Первый, по-моему, тут вообще замечательно постукивал. Уронил. Вот. Нет, не получается у меня. Странно, что блок-то видно, что гильзовали, но непонятно, фрезеровали ли. Скорее всего, нет. Потому что и раковины остались. И вот здесь вот даже хорошо будет видно. Сейчас вот так вот как-нибудь. Как вы можете видеть, буртик, да, вот как гильзу сажали, есть небольшой бортик. Но если вот здесь я пальцем ввожу, ничего не цепляется, то вот здесь уже он вот он чувствуется. И вот тут палец почти не цепляется. То есть такое ощущение, что гильза посажена криво. Не знаю. Но об этом хозяину просто скажем, и все. Ну что ж, головку мы уже тоже разобрали. По прокладке непонятно кто и непонятно как. Вообще причем. Видно двоение цифр. Дай тряпочку. По постели, о чем я говорил, что она у нее перетянута была. Здесь еще более-менее. Сама постель распредвала там вообще в плачевном состоянии. На головке еще ничего. Сейчас откручивали, один обломили. В прошлый раз, когда он приезжал, обломился вот здесь и обломился вот здесь, высверливали. Ну, то есть, блин, затянуто все было до опупения. А, собственно, вот по постели, что я имел в виду, да? Когда говорил, что постель была перетянута. Видите, вот эти следы. Тут вообще вот какая-то микротрещина, по-моему. Нет, это грязька. Вот видите, вот эти следы, вот полоски, хорошо говорят о том, что, я говорю, вот постель была перетянута. Но я вам, в принципе, говорю, и показывал, что, я говорю, болты обламывались. То есть, ну, поиздевались, в общем, грубо говоря, над машиной. Так, ну что ж, собственно, мотор нами благополучно отремонтирован. Жидкости уже все прокачаны. Работает мотор нормально. Так что вот. Итак, что ж, автомобиль нами благополучно отремонтирован. Автомобиль уехал уже к новому хозяину. Как я понял, ввиду там некоторых финансовых осложнений у того хозяина. Вот. Он решил его все-таки продать. Автомобиль отремонтировали, насколько я знаю, недавно списывался с собственником, с предыдущим собственником, который уже приезжал к нам. Он говорит, ну, вроде как, говорит, ездит там, ничего. Ну, хотя мы тоже выявили, я говорю, но это уже выявлено было в процессе ремонта. Ну, то есть после ремонта уже, что датчик температуры там немножко врет. То есть он показывает температуру немножко больше, чем она по факту есть. Ну, в принципе, это не страшно. Вот если он будет показывать больше, это не страшно. Вот если он будет показывать меньше, вот это уже нехорошо. Вот. Значит, сделали автомобиль.
Автомобиль благополучно уехал у нас. Все какие-то нюансы и прочее я вам уже показал по ходу движения. Больше, в принципе, мне добавить нечего. Ну, старайтесь все-таки ездить на ремонты к более проверенным мастерам, потому что тут над машиной конкретно издевались, честно говоря. Просто издевались. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я говорю, всем обязательно отвечу. Всем всего хорошего. Пока-пока.